О. Смотрите, как клюнуло за краешек совсем. Есть поклевка. Наконец-то появился нормальный лед. Середина декабря месяца. Иду в самое начало водоема. Оттуда начну искать рыбу сегодня. Уже кто-то рыбачил, видно. Старые лунки. Сегодня пасмурно. 0 градусов. И ветер. Ну, пока иду, лед не трещит. Это уже радует. Наверное, тут и оставим вещи. Друзья, всем привет! Наконец-то у нас появился нормальный лед. Несколько дней были морозы небольшие, 7-10 градусов. Сегодня 0, началась оттепель. И я приехал на водоем и решил попробовать половить сегодня щуку. Я всегда по первому льду ловлю щуку, окуня, хищную рыбу, одним словом. Сейчас быстренько рассверлюсь, пока только рассветает. Насверлю на лунок 60-70. Вдоль русла хочу насверлить лунок. И там, где мелкие участки водоема. И попробую половить щуку на балансир. Взял с собой также камеру. Камеру свою новую, подводную. Так, удочка для ловли на балансир. Балансиры. Я уже все это показывал в прошлом видео. У меня целая коробка балансиров. Так, все это пускай пока лежит. Для начала насверлю лунок, а потом уже будем пробовать рыбачить. Ловить щучку. Ну, а может, если повезет, то и окуня. Так, посмотрим, какой. Ну, лед, я вам скажу, сантиметров, наверное, 8. Лед хороший, крепкий. Подходят понемногу рыбаки. Много кто ловит на жерлицы. Смотрю там дальше чуть-чуть. Так, удочка у меня фирмы Select. Катушка тоже фирмы Select. Леска 0,28. Титановый поводок коротенький. Это так по-быстрому за удочку. Поводки использую только железные при ловле на балансир. Флюорокарбон не использую. Так, и, наверное, сейчас поставим балансирчик уже проверенный. Вот такой балансир попробую. Небольшой, 5 сантиметров. Вес, наверное, грамм 8-9. С подвесочкой. На него и начнем пробовать. Взял с собой даже багорчик сегодня. Небольшой такой. Иду в начало, откуда буду начинать рыбачить. Там впереди все в жерлицах. Ну, рыбачки бегают понемногу.
Значит, поклевки есть. Ну вот мои первые лунки. И идут они вот так вот прямо в два ряда. Наверное, метров 60. Вот туда практически в самый конец. Так. Смотрим, какая тут глубина. 5-10 секунд паузы. 6-5 подбросов. До 10. И буду переходить на другую лунку. Долго на одной лунке не буду задерживаться. Посмотрим, что у нас в этой лунке. Обычно, если щука стоит недалеко от лунки, под лункой, то она сразу атакует балансир. Никого. Будем надеяться на поклевку. Может, она попозже начнет клевать. Так, друзья, прошелся по лункам, которые я насверлил с самого утра вдоль русла и по самому руслу. Нету ни одной поклевки. Это лунок 50 я прошел. Добавил еще лунок я в длину где-то метров 50 вдоль камыша недалеко, где-то метрах в 3-5. Тут мелкий участок водоема. Попробую еще тут походить. Ну, минут через 20 пойду по этим луночкам пройдусь. Но так как пока у нас рыба не хочет ловиться, сейчас попробуем опустить подводную видеокамеру и посмотрим, что у нас там с рыбой. Есть рыба хотя бы, или ее вообще нету, попряталась куда-нибудь. Так, опускаем. Куда только не покручу видеокамеру, по кругу, и везде стоит окунь. Такой грамм 200-250. Не огромный, но хороший. Так, а теперь посмотрим, что у нас на самом русле. Посмотрите, какой окуняра здоровый. Это уже зачетный окунь. Ух. Это да. Это уже грамм на 500 окунь. Красавцы. Смотрите, ребята, щука стоит. Щука. Небольшая щука. На русле, кстати. И возле ее, возле щуки, нет ни одной рыбки. А тут, смотрите, стайка плотвы. Плотва крутится. Ну и окунь, как всегда, самая любопытная, наверное, рыба. Там дальше еще одна плотва. Плотва стоит в пол воды. Можно часами смотреть на такую красоту. Пускаем. Щука стоит на самом дне. Взмахи делаю короткие, так как вы сами видели, сколько там водорослей. Есть поклевка. Опа.
первая щучка, ребята. Ну такая маленькая. Заглотила балансир по самое не хочу. Возьму сейчас щипчики и, конечно же, отпущу такую маленькую щучку. Так, сейчас мы тебя аккуратненько. Есть, все. Опа. Так, дорогенько, плыви. Поплыла. Сразу клюнула. Подошел к лунке. Недалеко, кстати, от камыша. Где-то в 5 метрах от камыша. Глубина около 1 метра. Опустил пару подъемчиков балансира и сразу только бух, есть. Так, попробуем еще здесь. Угу. Ловить щуку на балансир сможет даже начинающий рыбак. Тут ничего сложного нету в такой рыбалке. Главное, как можно больше заранее насверлить лунок, не меньше чем 50. И ходить, пробовать. И вы всегда будете с уловом. Подошли к лунке, сделали несколько взмахов. Поклевки нету, переходите на другую лунку. Опа! Смотрите. Смотрите, какая змеюка клюнула. Грамм, наверное, 50. И плыла. А вот, друзья, еще одна хозяйка водоема. Какая. Щучка редко попадается на видеокамеру, но есть. Встречается. Небольшая, правда. До килограмма, может чуть больше. Ну, это уже радует. Для ловли на балансир лунки сверлятся на расстоянии 5-10 метров. Можно в одну линию сверлить, можно в шахматном порядке, с зигзагом, как угодно, как вам удобно. И если это водоем, там где много всяких разных корях, закоряженные места, то вблизи закоряженных мест старайтесь больше сверлить лунки. По бровке, вдоль русла, выход на меляки, ближе к камышу. Старайтесь сверлить лунки там, где у щуки есть укрытие. Как только вы рассверлились, дайте лункам немного отдохнуть, минут 20-30. И потом смело можете приступать к рыбалке. Опа! Мелочь пузатая. За тройничок клюнула. Змеюка. Это этого года щучка. Плыви. Зови мамку. Ну, плыла чи нет ты? Все, уплыла. Есть еще один такой нюанс при ловле на балансир. Нужно начинать играть балансиром в сантиметрах в 31. Если поклевок нету, поднимаете еще сантиметров на 30 балансир, опять играете им. И так практически до самого льда. Правда, если глубина в том месте, где вы рыбачите, где у вас лунка не больше, чем 1,5 метра, то этого в принципе можно и не делать. Поднимаете балансир от дна где-то сантиметров на 50 и играете им. Насверлил лунок поближе к камышу, совсем рядом. Пробую еще тут рыбачить. Глубина около метра. Еще одна
Ну такая грамм 800, наверное. Смотрите, как клюнула за краюшек совсем. Вот для этого нужно всегда брать с собой багорчик. Иначе, если бы она была килограмма 1,5, бы ее уже не достал бы. Кстати, лунка у меня сотка. Некоторые пишут, надо лунка 150, 130, не меньше. Сотки хватает вполне. Если клюет щучка такая до 3 килограмм, в сотку достается щука проще простого. С помощью багорчика. Красавица. Продолжаем дальше. Щука клюнула возле камыша. Ну сколько тут? Метров 5 от камыша. Небольшая, грамм 800. Но все равно приятно. Начинает поклевывать понемножку щука. И начинается снег. Такой полуснег, полудождь. Опа. Опа. За лунку зацепилась. Ага. Стой. Сегодня у меня клюют одни щупаки. В основном. Пасть как разъявила. Маленькая пасть. Посмотрите, какая здоровенная. Ай, иди. Ну, давай. Все, плыва. Иногда мне в комментариях пишут: с подводной камерой рыбак — это не рыбак. Не могу понять, из-за чего такое утверждение, по какой причине. Камера нужна для того, чтобы найти побыстрее рыбу. Когда вы приехали на рыбалку, чтобы побыстрее найти рыбу, рассверлились, как обычно, как все это делают. Поопускали камеру, посмотрели, какая рыба стоит, где стоит, в каких слоях воды стоит. И начинаете рыбачить. Все, больше подводная камера, когда вы рыбу нашли, она больше не нужна. Ну а почему рыбак с подводной камерой — это не рыбак, я толком понять не могу. Пишите, кстати, в комментариях, а что вы думаете по этому поводу. Смотрите, какой пошел снег. Вам, наверное, на камеру не видно. Мелкий, противный, мокрый. Осадки. Давление падает. И все, и щучка становится неактивной, пассивной. Она может даже и стоит тут под лункой, но брать не хочет. Кстати, жерлицы там у мужиков тоже молчат. О, вот это снег пошел, друзья. Добавил еще лунок. Штук 15 просверлил. За сегодня насверлил, наверное, лунок уже около 100 штук. Попьем чайку и пойдем дальше по лункам ходить, бродить. Хотел еще вам сказать по поводу цвета балансира. Для меня вообще не важно, какой цвет. В основном ловлю я вот на такие, на салатовые, на зеленые, темно-зеленые. Есть у меня и фиолетовые, и синие, и голубые. Вообще без разницы. Если у щуки жор, если она активная, ей все равно, какой вы ей предложите балансир. Ух ты! Была поклевка. Что-то маленькое. Маленькая щучка. Грамм, наверное, 100. Есть поклевочка. Ой. Подожди, ты ж, показать тебя надо. Ай. Ну, опять такая грамм 300, не больше щучка. Плыви уже. Все, поплыла. Ух ты.
Опять сход, ребята. Опять сход. И опять небольшая. Дотащил до лунки. Я даже ее увидел. Такая грамм, наверное, 200, может 300. Снег все больше и больше. И, кстати, вся щука клюет буквально на втором, на третьем подъеме балансира. А снег все сильнее и сильнее, друзья. Вот такой пошел снегопад. Давно я не попадал на рыбалке под такой снег. Похожу еще, может, с полчасика и буду собираться домой. Куртка намокла, снег мокрый. Повезло сегодня со льдом, но не повезло с погодой. Вроде бы был удар. Промазала. Она даже не укололась. Щука. Может, еще раз выйдет и будет атаковать балансир. Друзья, буду собираться домой. Невозможно рыбачить, а уже весь мокрый. Находился, лунок насверлился. Поклевку, самое главное, я увидел. Ловил я сегодня на балансирчик. Вот на такой. Всю щучку отпустил. На самом русле поклевок сегодня вообще не было. Хотя, сколько я здесь рыбачу, я тут не первый год. На русле всегда у меня были поклевки и хорошие щуки. А сегодня, к сожалению, ну, а на мелком участке водоема клевала только небольшая щучка. Там 200, 300, 500 грамм. Одним словом, не повезло мне сегодня немножко с погодой. Вот такая вот у меня получилась сегодня зимняя рыбалка по первому льду. Но ничего страшного, это только первая рыбалка. Будут еще рыбалки, будут еще трофеи, я надеюсь. Главное не отчаиваться. Пишите, ребята, комментарии, ставьте обязательно лайки, делайте репосты видео. Всем пока!